Всем привет! Сейчас вы увидите очень интересное, надеюсь, для вас видео про то, как мы ездили в город Чэнду, в горы Сигуньяншан и участвовали там в прикольном забеге. Еще вы можете слышать моих любимых китайчиков за окном. В горах были первые попытки поснимать со стабилизатором, и через приложение, которое устанавливается к этому стабилизатору, чтобы там модные крутые настройки всякие делать. Так вот, когда я снимала на стабилизатор, я снимала в одном разрешении, а когда я снимала без него, я делала в другом, собственно, в котором делаю и сейчас, в стандартном в моем телефоне. И вы столкнетесь с тем, что видео будет немножечко скакать. Но я постаралась сгруппировать все видео от стабилизатора вместе, чтобы у вас не очень сильно укачало голову. Заранее извиняюсь этого, к сожалению, моего опыта монтажа и перевоплотителя разрешений не хватило для того, чтобы сделать все чики-пики. Хорошего вам приятного просмотра. Пока. How much stuff you're going to take with you? You're running 100, yeah? I'm Trying to. And but you was before like doing hundreds, right? Yes. Never like in this high altitude. What was the time? В горах на высоте 3500 метров у меня закружилась голова. Воу! Потому что тут шалит давление. Вот, здесь супер круто, здесь прохладно, но на солнышке достаточно жарко. Мы нашли двух классных лошадок, покормили их сладостями, одну из них. То идем гуляем. Вот. Тут красиво. Она не ожидала. Все, не души меня. Кто-то вышел из своего одеяния. Она была страшная. У нее были такие и глазища огромные. Не знаю, как сказал бы, наверное, мой папа. Ничего, с солью и пивом пойдет. Привет! Итак, что вообще происходит и почему я в горах? Такое дело. Паша запилился в какой-то трейл, по-моему, это называется, или что-то такое. И он бежит 35 километров по горам, в лесу. Вот, ну, не прям по этим горам, конечно, но вот куда-то туда далеко, ему нужно будет бежать. Вот, я приехала в виде поддержки и чтобы попялиться на горы и побывать на какой-нибудь высоте, на которой я не была.
он бегает с какой-то командой. Они все в стильных модных костюмчиках. И что? И завтра в 6 утра. В общем, какая-то разница на видео. В общем, он бежит в 6 утра, говорит, будет бежать часов 8. Это долго. Я бы столько не побежал. А он молодец. Вот, надеюсь, вам нравятся съемки гор. И надеюсь, что я не зря купила стабилизатор. Правда, сейчас я снимаю не на него. Но вообще он у меня теперь есть. Ура, ура. Доброе утро. 7 часов утра. Все спят, и мы с тобой уходим. И в спину нам не кричат. И уже был старт. Все побежали на 35 километров. Старт задержали на час, потому что был очень сильный снегопад. И вчера еще совсем не было снега. Здесь внизу на там 300, 3200. А сегодня... просто снежище повсюду. Ничего не было видно. Вот, Паша побежал в одну сторону, а я пошла пешочком по короткому пути в другую сторону, в обратку, чтобы на чекпоинтах, на станциях там, поддержать его и чтобы дать ему какую-нибудь вкусняшку, потому что я заряжена рюкзачком с какой-то едой. Для меня там одно яблоко. Вот. Посмотрим, идти до первого чекпоинта мне почти 5 километров. Вот, а потом чуть больше. Удачи мне и Паше. Вершина. Фух. Первых 2 человека, я за ними 3. Фух. Пипец снега. Снега очень много. Фух. Зато они оба с палками, а я без палок. Фух. Я дурак. Фух. Солнышко греет. Мы, блядь, идем в снегу. Вон 2 лидера гонки. Посмотрим, сколько я смогу с ними удержаться. Я дошла до первого пункта, и тут нормальная дорога кончилась, и началась деревянная, и со снегом, и я не знаю, что там. Нашла какой-то короткий путь до следующей станции, вот. Написано 3 километра идти, но не знаю, 3 или не 3. Попробуем, не утону ли я в снегу. Ну что ж, пойдем в пучину снега. Что-то мне так лень доставать стабилизатор, поэтому, к сожалению, все будет трясти. О, божечки, это так красиво. Ха-ха.
Куда попёрся? Зачем попёрся? Снега по колено. Дурак. Прибежали на первый чекпоинт. Такой вот лагерь. So what's happening with your leg? Oh, just No, it's okay. It's okay. I had a wound there before, so just opened up again. I think we are in the top 4, right? Top 3? I don't think so. Top 6 or 7. I saw like one guy only like in front of us. There's at least 3 ahead of us. Okay. Sure, 1 second. Here you go. Thank you. You're welcome. Итак, тот короткий путь, что я нашла, он шел, как бы вам так объяснить, в общем, трасса, она вообще-то круг. Но она как бы не круг, но в смысле она замкнута в любом случае. И я нашла короткий путь по отрезку, по которому, по идее, бегут в ту сторону, ну типа от старта к финишу. Для этого мне пришлось уйти с комфортной древесной дорожки с перилами и всем остальным. И я иду по снегу и по грязи, тут лужи. Не вижу следов спортсменов, не вижу много отпечатков. Скорее всего, они еще спускаются с горы, потому что изначально идет очень большой такой хороший подъем в гору и потом очень резкий спуск. Я вижу только следы одного какого-то человека, и, видимо, он гулял с собачкой, потому что я вижу собачкины следы. Но надеюсь, что это собачка, а не волк какой-нибудь, который гнался за этим человеком. И холодно, и тепло одновременно, жарко, то вверх, то вниз. Вот, возможно, вы слышите, текут ручьи, бегут ручьи. Сверху на меня периодически на голову падает снег с деревьев. Встречаются коровки. От этого как-то радостней идти и гулять. Итак, я дошла до второго контрольного пункта. Меня тут все так радовались, как будто бы я бегун, но я не бегун, пришлось их расстроить. Тем не менее, меня накормили вкусным супом с редькой.
Вот, напоили чаем с имбирем и с какой-то ягодой. Это было вкусно. Вот, предложили мне китайской водочки, но я отказалась, потому что, говорят, в горах нельзя, но, видимо, им можно. Тут тепло. Жду, когда прибежит Паша. Сначала было по щиколотку снега, теперь кругом грязь. В общем, кажется, что пока что бегу в где-то первой, десятке точно, по лучшим сценариям в пятерке. В общем, блять, не похоже нифига это на трейл. Какая-то сплошная грязь, сплошная слякоть. Всего 10 километров. Ботинки уже все вымокли. Просто жесть, без палок. Очень сложно. Наверху был снег. Тут просто болото, ноги все мокрые. Она проваливается просто в грязь. Всей ступней. Я думал, где-нибудь здесь уже будет какая-нибудь дорога там, ну типа трейл такой на открытом пространстве. А здесь кругом болото. Офигеть. Где-то 12 километров прошло. Побеждено. За мной кто-то есть? Нет, но никого нету. Все отстали. На самом деле не сложно. Ну типа просто быстрая ходьба и все. По грязи. Плюс того, что у меня с собой нету палок, это то, что я могу снимать видосы. Фух. О, красивая природа. Грязь. Убежал от грязи. Надо догонять. Очень прикольно, как они быстро так реагируют, кто-то бежит, они друг другу сообщают там по рации, и вот человек прибегает, а ему тут же: давай, тебе кипяточек, бульончик, тут у нас есть мяско, а тут у нас есть... Вы не поверите, но у них тут есть дыня, тут что-то мандарины, сухофрукты какие-то, вот они так сразу тебя облепляют и такие: давай, тя-ё, очень круто. Это Пашка бежит. Давай. Я с тобой. Все, встретила Пашу. Поменяли ему... Что-то там поменяли, короче, дала ему еду, забрала всякие обертки, он попил кипяточку, собрался и снова побежал. Он отлично бежит в своей дистанции, он пока 5-й или около того, вот. А я все загрузилась, он подогнал мне классные розовые носки, и я иду обратно, чтобы встретить его уже на финише. Вот, в общем, снова 10 километров мне обратно или около того. Ну, в путь. Прошли вторую чекпоинт. Сейчас бежать вообще легко. Нормальная дорога. Прекрасный лес, широкая дорога. Нет грязи. Друзья, все как надо. Недавно прошли половину, то есть 16 километров. Уже бежим в обратную сторону. В обратной стороне дорога намного вообще лучше. Снег, конечно,
Из-за него холодные ноги, мокрые. Yeah, keep going. I'm just after you. Ладно. Что-то он разнаглял. И, конечно, горы. Офигеть. Какие горы. По-моему, 18 километр. Все еще бежим по доске. 23 километр. Много туристов. Эй! Джайо! Ой, ну чувствуется усталость немножко в ногах. Не знаю, еще 10 бежать. Непонятно. Получится, нет. Но много людей гуляет. Приходится их отбегать. Доски скользкие. Ну, красиво. Я вернулась на первую, но для бегунов на 4-ю, на 3-ю. Короче, на предпоследнюю станцию, самую, перед финишем. Вот, тут как-то распогодилось, все так стало очень хорошо. Вроде как даже проблескивается солнышко. Но весь снег, который навалил на деревья, теперь падает на дорогу и падает на тебя, и ты весь такой мокрый. Иду на финиш встречать чемпионов. Мы были только что на 3-м пункте, последний пункт питания. Покушали. Такой вот храмик. Фух. Сколько еще, по-моему, 9. Я уже даже, в принципе, пофигу. Мне кажется, что если еще дальше будет вверх, то очень скоро ноги забьются. Фух. Нормально. Попили теплой воды. Вообще огонь теперь. Бежать. Watch out. Oop. Yeah, I don't want to be killed with your fall. It would be like extremely stupid, I think. «25 километр, кажется. Вернулись в родную стихию. Но уже не страшно. Уже реально пофигу. Уже очень жарко. Фух, греет солнце. Пока что остался один. Никого сзади, никого спереди вообще не видно. Нормально. Не знаю, видно или нет, там коровы. Повсюду коровы. Еще выше. И выше. И выше. 26 километр. Когда уже это кончится? Куда уже выше? Куда? Чтобы спускаться. Тепло. К финишу. 26. Еще 6. Еще 6.
Только что обогнал чувака. Он шел как зомби, короче. Ну, просто еле держался. Ну, я думаю, я так же иду. Но, тем не менее. Кстати, прикольная тема. Когда бежишь, вообще пофигу, что за тобой. Ну, типа, не хочется оглядываться. Я дошла до финиша. В итоге я прошла 17 километров 360 метров. Вот откуда-то оттуда прибегут ребята. Очень их жду. Встречала на станции еще и других ребят из Пашиной команды. Конечно же, очень жду Пашу. Тут все такие, там все на взводе, с фотоаппаратами уже готовы всех щелкать. Играет одна и та же песня, которая выбрана для этих соревнований. Она прикольная. Если меня YouTube не забанит, может, я даже ее поставлю. 来吧，一起奔跑，没有铠甲，我们有坚定的步伐。来吧，一决胜负啊！唯一的对手是昨天的自己。Снова привет, спасибо, что вы посмотрели это видео до конца, если вы все-таки смотрели его до конца. Почему-то я умею снимать середину, немножечко начало, а вот с концовочками у меня всегда все плохо, не знаю, чем закончить любую историю, поэтому ничего и не наснимала по окончанию. Что могу сказать? Паша занял 7-е место в своей категории, 35 километров. По-моему, в его группе было больше 200 человек. Это очень круто. Он пробежал за 5 часов, что-то там 38 минут, что ли. Достаточно быстро, потому что он планировал бежать 8. Я прошла 18 километров. Много можно сделать было иначе, но это был первый его забег и первый мой опыт, как вообще можно пешком ходить и поддерживать кого-то во время бега. Мой первый опыт такой техподдержки. Всем трейл, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Пашка молодец.